Всем привет! Сегодня оформляю торт на годовщину свадьбы. Покажу, как можно сделать много красивых цветов, не прикладывая при этом усилий. Это видео для тех, кто не любит сложности, но хочет быстрого и качественного результата. Итак, мой торт уже покрыт черновым слоем белково-масляного крема. Торт из холодильника, крем на нем уже застыл. В отдельной чаше немного этого же крема комнатной температуры. Им я наношу по торту хаотичный рельефный узор. Торт отправляю в холодильник и начинаю делать декор. Думаю, вы уже догадались, что я воспользуюсь силиконовыми молдами. Здесь у меня бордюрный молд пузырьки и два цветочных молда орхидея и маргаритка. Работать с молдами очень просто. Сначала их нужно хорошо натереть крахмалом, где получается молд можно прям выворачивать, чтобы крахмал попал во все углубления. Мастику хорошо разминаю и заполняю ею молд. Сильно утрамбовываю мастику, чтобы не осталось пустот. Излишки мастики нужно срезать острым ножом. Так заполняю мастикой все три молда. И отправляю их в морозилку на некоторое время. Производители молдов рекомендуют выдержать в холоде 10-15 минут, но на деле цветы хорошо выходят из молда уже минут через 5-7. Вот такими милыми они получаются. А пузырьки, да, для хорошего результата лучше выдержать в холоде минут 15, тогда они легче достаются. Также можно сделать цветы из цветной мастики. Здесь я взяла фиолетовую. И можно детали цветов делать мастикой разного цвета. Например, серединку маргаритки я сделаю белую, а лепестки фиолетовыми. Также хочу продемонстрировать, что если совсем нет времени, то можно не охлаждать молд с мастикой. Цветок достанется, но форму он будет иметь не такую идеальную. Все эти молды вы можете приобрести в моем интернет-магазине, ссылка будет в описании под этим видео. Также в наличии и другие цветочные молды – роза, гибискус, орхидея другой формы и много других силиконовых форм. Заходите, выбирайте. Таким легким способом, абсолютно без лишних усилий, я сделала 15 цветов и 4 ленты пузырьков. Цветы уже красивые, но я хочу еще немного их затонировать. Это можно сделать цветочной пыльцой, можно сухими или жидкими красителями, все зависит от задумки. Я использую для тонировки сухие жирорастворимые красители. Этот набор я уже вам показывала, его вы также можете приобрести в моем интернет-магазине, ссылка будет в описании. Прохожусь фиолетовым красителем по кончикам лепестков, излишки красителя смахиваю мягкой кистью. Маргаритки тонирую у основания серединки и совсем немного по лепесткам. И золотым кондурином добавляю акценты на орхидеях. Этим же золотым кондурином я подчеркнула рельеф крема на торте. Жемчугом или пузырьками из молда украшаю ровную часть торта. Изначально я хотела сделать только 2 горизонтальные полосы на расстоянии друг от друга, так как идеально они не стыкуются, но потом решила все-таки заполнить все пространство этими пузырьками. Для придания блеска смачиваю мастику водой с помощью кисти, а затем наношу жемчужный кондурин. На крем сажаю цветы.
Сверху торта маргаритки использую в качестве опор для орхидей. И финальный аккорд Topper Love. Вот и все, торт готов. Быстро и без особых усилий, а результатом я довольна. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!